Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Тихий океан нас не отпускает. Мы приехали в городок, который называется Пуэрто-Эскондидо, и покажем вам обзор пляжей. Мы сейчас находимся в городе Пуэрто-Эскондидо. Сюда мы приехали из Иполиты, и наш путь составил примерно чуть больше часа. Мы заранее забронировали номер в отеле, который называется Акварио. Давайте пройдем в отель и посмотрим, какой он внутри. Отель находится рядом с различными магазинчиками, агентствами, где можно приобрести экскурсии. Заходя внутрь, вы сразу же можете зарегистрироваться. Заселение с 2 часов дня. Очень милые менеджеры, которые быстро заселят вас в комнату. Комната расположена в двухэтажном здании. В отеле также есть бассейн и очень удобная парковка. Здесь у нас машинка отдыхает в тени, поэтому, когда мы садимся, там еще достаточно прохладно. Парковка находится вот прямо рядышком с отелем. Здесь вот наш номер. И здесь машинка. Это очень удобно. В бассейне всегда есть купающиеся, отдыхающие, те, кто загорает, отдыхает на солнышке. Бассейн ежедневно чистят. Также здесь есть красивый водопад, тоже с прохладной водой, под которым можно немножко освежиться. Сейчас я поднялась не в наш номер, а на 3-й этаж, потому что узнала, что здесь есть обзорная площадка. Очень красивая и с видом на море. Нам не удалось запустить дрон, потому что в 3 километрах отсюда находится аэропорт. Но эта обзорная площадка хотя бы позволит нам хоть чуть-чуть насладиться красивым видом на пляж Зикателло, который находится совсем рядом, и мы обязательно его еще посетим. Посмотрите, как красиво, какая там широкая береговая линия. А еще я узнала, что в этом отеле, оказывается, есть не просто номера, а есть еще своеобразные домики, которые расположены на этой террасе. Сейчас попробую найти хотя бы хоть какой-нибудь открытый номер и пройти внутрь. Нашла один открытый номер, причем в комнату сама зайти не могу, только на его кухню, но уверена, что он очень шикарный. Здесь кухня, обзорная площадка, на которой я только что была. А еще можно подняться вообще на самый верх. И вот здесь, конечно, что-то потрясающее, потому что я бы с удовольствием здесь сделала бы утреннюю зарядку. Здесь целая терраса с гамаком, с прекрасным видом. Вот это я понимаю отдых, ребята. А теперь я хочу спуститься на 2-й этаж и показать вам нашу комнату. Хочу показать вам наш номер. У нас здесь есть 2 кровати, небольшая тумбочка. Номер светлый, потому что здесь у нас 2 лампочки. Также есть шкаф, где можно расположить все наши вещи. Вешалки, телевизор, холодильник. Здесь скамейка также для вещей. То есть очень много места для хранения нашего багажа. Здесь у нас душевая. Есть и горячая, и холодная вода. Унитаз, зеркало, раковина. Все достаточно скромно, но при этом есть все необходимое. Сейчас мы приехали на один из самых дальних, наверное, пляжей Пуэрто-Эскондидо, примерно в 10 минутах езды. Называется он Бакочо. И вот мы готовимся к сегодняшним пляжам, к обзору, поэтому мажемся кремиком от солнца. Несмотря на то, что мы в Мексике уже давно, но лучше перестраховаться, друзья.
Сейчас на этом пляже мы увидели центр черепах, и я этому не удивилась, потому что до этого читала, что в прибрежной зоне штата Оахака популяризируют черепах. Сейчас здесь мы видим, как черепахи откладывают яйца, а потом маленьких черепашек выпускают на волю в море. Пляж считается еще диким, здесь нет никакой инфраструктуры, нет ни магазинов, ни лежаков в аренду, ни зонтиков. То есть сюда приходят со своим либо парео, со своим зонтиком, здесь располагаются и отдыхают. Как видите, отдыхающих очень мало. Может, из-за больших волн, но говорят, что в Пуэрто-Эскондидо на других пляжах волны тоже есть. Это мы еще проверим. Но в любом случае здесь очень чисто, нет никакого мусора, песочек, волны, чистейшая вода. На этом пляже широкая береговая линия. Вот там я вижу еще какие-то тропы есть. Видимо, можно подняться и эту горку использовать в качестве обзорной площадки. На самом деле я даже не понимаю, почему здесь нет туристов. Здесь просто великолепно. Кстати, чуть поодаль находится пляжный клуб. Видимо, его не так давно построили. И вот там лежаки уже есть. Сейчас проходим красивый бич-клаб. Здесь, конечно, и лежаки, и зонтики. Не знаем, сколько стоит, но уверен, что это очень дорого. С этого пляжа можно также добраться до еще одной красивой бухты, которая называется Плая Корау. Но чтобы туда добраться, нужно пройти через вот эти вот огромные валуны. Есть другой способ подъехать на машине, но тогда вам нужно будет заплатить за вход в бич-клаб и там заказать напитки. А так мы пробираемся через камушки, наверное, метров 500 до этого пляжа. Прямо здесь местные добывают устриц и их продают. ¿Cuánto cuesta para uno? 25. 25? Sí. Gracias. 25 песо за одну устрицу. Чистейшая вода. Теперь мы знаем, что не только в Канкуне классный пляж, но еще и в Пуэрто-Эскондидо. Шикарный пляж, шикарное место, потому что волны здесь небольшие. Получается здесь что-то в виде бухточки, небольшой залив. Комфортно купаться здесь. Чистейшая вода, и есть тому объяснение. Здесь на самом деле каменистое дно, такая галечка приятная. Поэтому и вода очень чистая, а не песок, как на большинстве пляжей. Но отсутствие больших волн здесь весьма обманчиво, потому что иногда сильное течение может вас выбросить на берег, вот как сейчас, допустим, меня, либо наоборот засосать поглубже в океан. Представляете, сейчас шла с одного конца пляжа до другого, чтобы снять вам видео. Шла по бережку и в итоге вся промокла, потому что иногда волны бывают настолько сильные, что достигает полностью моего роста. Вообще мы уже отдыхаем на этом пляже второй час. Успели и искупаться, и пофотографироваться, и позагорать. Я даже успела поспать. И это один, наверное, из самых красивых пляжей, которые мы видели в Мексике. Вода чистейшая, дно приятное. Еще этот пляж небольшой, людей немного, поэтому здесь такая атмосфера спокойствия. Иногда летают пеликаны,
пытаются поймать рыбку из воды. Сейчас я шла и пыталась вам тоже заснять пеликана близко. И у меня практически получилось, пока не началась огромная волна, которая прямиком шла на меня. Очень приятный пляж. Надеюсь, что в ближайшее время здесь ничего не изменится. И здесь будет также царить атмосфера спокойствия и всей этой красоты. Очень многие приходят сюда со своими зонтиками, с парео, раскладываются и проводят здесь целый день. Мы, конечно же, не можем позволить себе такой роскоши, потому что у нас есть план. Мы хотим, естественно, захватить больше, посмотреть больше в Пуэрто-Эскондидо, показать вам еще интересные места, где можно отдохнуть, где можно позаниматься серфом. Хотя сегодня мы спрашивали также у одной школы серфинга, где сейчас занимаются серфингом, говорят, что вообще отъезжают на катере и занимаются в другом месте, потому что сейчас не сезон. Кстати, инфраструктура здесь не так далеко находится. Здесь есть несколько отелей, но если выйти на прямую дорогу, которая примерно в 800 метрах отсюда, будут и магазины, и ресторанчики, и кафе. Совсем мало купающихся, хотя видите, какая красота, просто рай. Вот этот пеликан, он уже, наверное, я не знаю, наверное, час сидит и все время пытается добыть себе рыбку. Кирилл вам рассказывал, что есть два способа дойти до этого пляжа. Первый способ — это пройти сквозь камушки, а есть вот видите способ второй, как сейчас проходят вот эти туристы. Это через отель. Чтобы пройти отсюда, нужно заплатить около 50 песо и 100 песо за напитки с каждого человека. Цена постоянно меняется, поэтому, когда вы приедете, она может быть совершенно другой. Отель выглядит немного заброшенным, но тем не менее здесь есть отдыхающие. Особенно мы видим по белью, которые здесь сушатся. Есть горки, которые, скажем так, не всегда чистят. А вот эта горка вообще, на ней никто не катается, и она не работает. Потом еще какие-то старые горки. Видно, что отель немного в запустении. Может быть, его еще будут реконструировать. Но стоимость жилья здесь мы не смотрели. Ну а так они находятся просто на райском пляже, поэтому, я думаю, этим отдыхающим повезло. Всегда мы оставляем локации в описании под видеороликом всех мест, которые мы посещаем. Пока, наверное, это один из самых красивых пляжей на Тихоокеанском побережье. При этом, знаете, мы, наверное, здесь больше отдыхали и меньше снимали. Но в действительности это реально потрясающий пляж, на котором стоит отдохнуть, полюбоваться на пеликанов. Поплавать с ними, я даже больше скажу. Они вот, если вы рядом с ними плаваете, они даже вас не боятся. Кстати, многие, я еще вижу, снорклинг, мы сами не пробовали, но, возможно, здесь еще и можно увидеть рыбу в воде. Да, потому что здесь рядом добывают устрицы, прямо вот здесь же их, вот в начале пути мы вам показывали, как их разделывают, но на самом деле там у ребят такая работа на троих. Один человек добывает, потом приносит, девушка с парнем потом их открывают, и парень потом разносит здесь по пляжу и продает эти устрицы, прям целую тарелку. Ну, в общем, место фантастическое. Так, ребята, я захотела все-таки попробовать свежих устриц, которые выловили буквально вот только что. Можно купить целую тарелку за 200 песо, а можно взять одну штучку за 25. Я беру одну штучку. Так, мне сказали, что можно выбрать любую. Так, какая мне нравится? Вот это мне нравится. Так. Возьмем лайм. Немножечко с добрым соком. Вот. Сальса? No. Добавь да? сальсу. Окей, да, сальса. Добавим немножко сальсы. Если... Опа, немножко. Да. Теперь устрицы у меня теперь. Так, ну что? Пекинь. Да. Придется немножко помочь руками. Пробуем. Очень вкусно. И пикантно, как здесь говорят. Остренько за счет сальсы. Свежие устрицы. Прекрасно. Есть ли разница между теми устрицами, которые мы пробовали когда-то в ресторане, и здесь только что свежевыловленные? То есть
Ну, ты знаешь, я, наверное, не такой, гурман, да, и я пробую их, наверное, 3-й или 4-й раз в своей жизни. И там вкусно, но там более они холодные, потому что они все-таки подаются со льдом, а здесь они немного более теплые, но чувствуется их свежесть. Muchas gracias. Вернулись мы уже к парковке, к пляжу Бакоча, где мы оставляли наш автомобиль. Еще раз хочу сказать, что это шикарная была прогулка, отличная лагуна. И первый пляж неплохой. Единственное, что омрачает, то что совсем рядом находится аэропорт и не удалось полетать с дрона. К сожалению, полеты здесь запрещены. Но мы отправляемся дальше смотреть следующий пляж. Здрасте. По дороге на пляж мы, конечно же, не могли пропустить ни кофе, ни мороженое. В итоге получилось какое-то мороженое. Расскажи. Так, ну что вам рассказать? Здесь, конечно же, много где подают мороженое. Я взяла итальянское, у меня вкус Ферреро Роше и грецкий орех. И кофе здесь просто восхитительный. По стоимости, значит, кофе у меня обошелся в 60 песо, а мороженое в 70 песо, 2 шарика больших. Не просто мороженое, а мороженое с шоколадом прям. Там внутри прям как будто это конфета Ферреро Роше, прям чистый шоколад. К следующему пляжу ведет живописная лестница, расписанная вся в граффити. Уже сверху открывается шикарный вид опять на небольшую бухту. В то время как люди в основном уже уходят с пляжа, поднимаются, мы спускаемся. Вторая половина дня, солнышко уже потихоньку садится. Ну и совсем скоро полюбуемся этим красивым местом. Так, ну здесь, конечно, уже гораздо более многолюдно. Людей много, есть множество лежачков, зонтиков, кафешки. Песочек здесь более желтый, нежели вулканический, как на прошлом пляже. Чтобы спрятаться от солнца, нужно либо приходить со своим зонтиком, как делают некоторые, либо уже вот здесь вот арендовать лежак с зонтиком. Не знаю, может, за дополнительную плату здесь, либо за напитки и еду, которую можете заказать в соседних кафешках. Но, в принципе, мы пришли на закате, наверное, на часик, поэтому на солнце обгореть уже не боимся. Поэтому расположились здесь просто на парео. Совсем забыли сказать вам название этого пляжа. Сложно произносимое слово Карисалильо. А вот за этой бухтой, вот за этой горой находится другой пляж, Плая Коралл, на котором мы сейчас с вами были. А на самой горе находится видовая площадка, она называется Turtle Bay, там встречает также закат. Возможно, мы там еще побываем. На этом пляже, конечно же, больше людей из-за того, что это место более легко доступное, скажем так. Не нужно пробираться через камни, либо заезжать через бич-клаб. Просто спустился вниз, удобная парковка наверху, абсолютно бесплатный пляж. Ну и не менее шикарно выглядит на самом деле бухта. Тоже встречаются волны. Они здесь, наверное, чуть-чуть поменьше, чем на прошлом пляже. Но водичка такая же лазурная. Я бы назвала этот пляж для ленивцев. Для тех, кто не любит долго идти в воду, чтобы было глубоко, тут раз зашел 1 метр, и тебе сразу по плечи. Ух, класс. Ух. Водичка шикарная, да? Да, и по температуре шикарная, и по цвету она красивая. И приятная. Да, дно здесь, в отличие от прошлого пляжа, там было немножко каменистое такое, знаете, галечка. А здесь крупный песочек. Ой, мне, конечно, было бы интересно посмотреть, как этот пляж выглядит там в июне, в июле, да, когда сезон для серферов, когда здесь большие волны. Они и так большие, я не могу представить их больше. Я увидела здесь небольшой подъем и решила сюда подняться, посмотреть, где все здесь обитают, почему сюда залазят. Это как раз та скала, где находится обзорная площадка. Не факт, что именно отсюда можно дойти до обзорной,
Но, скорее всего, отсюда тоже открываются интересные виды, просто с другой стороны. Здесь есть небольшой камушек, куда многие девушки взбираются, чтобы сделать красивые фотографии вместе с кактусом. На закате с этой обзорной площадки получаются просто волшебные фотографии, потому что в это время море приобретает более нежный оттенок. Завтра мы продолжим исследовать другие пляжи Пуэрто-Эскондидо. Поэтому выпуск на этом не заканчиваем. Увидимся с вами завтра. А сегодня мы отправляемся в ресторан, который мы вам показывать не планируем. Кстати, друзья, напишите, стоит ли вставлять в наш каждый выпуск, как раньше. Обязательно рестораны, показывать вам еду, или, в принципе, это вам не так интересно. Ну а кому интересно, вы можете посмотреть рестораны в наших шортах. Всем доброе утро. И нам в первую очередь. Выходим из нашего отеля. И пляж, на который мы отправляемся, во-первых, он называется Сикотелло. Это самый популярный пляж в этом городе. И он находится буквально в 100 метрах от того места, где мы проживаем. Поэтому очень удобно. Мы все идем по песку, потому что здесь огромная береговая линия. Как мы видим, а точнее не видим на этом пляже людей. То есть практически никого нет. Широкая береговая линия, а никого. Потому что сюда приезжают в основном серферы. И еще не в это время года. Сейчас волны еще не такие большие. Сейчас у нас январь месяц. Серферы сюда съезжаются, наверное, ближе к апрелю. В августе здесь проходит даже какой-то чемпионат по серфингу. Поэтому данные волны считаются небольшими, но люди боятся все равно в них купаться. Практически. Я не знаю, мне кажется, здесь даже немножко опасно купаться, потому что волна буквально захватывает вас внутрь воды. Теперь стало понятно, почему здесь не купаются люди, потому что волны и правда огромнейшие. Этот пляж считается самым популярным, самым известным в Пуэрто-Эскондидо. Возможно, из-за того, что помимо широкой береговой линии, также этот пляж простирается на расстоянии 3 километров. На пляже мы решили долго не задерживаться. Во-первых, купаться достаточно сложно, во-вторых, жара, солнце печет, а там нету ни зонтиков, ничего. То есть люди там некоторые загорают либо при каких-то отелях, при бич-клабах, либо берут с собой покупные зонтики и шезлонги, скорее стульчики. Вот. Поэтому сейчас мы идем вдоль улочки, рядом с нашим отелем. Здесь магазинчики находятся, все очень чинно, благородно, красиво. Людей не так много. Вот видите, такие вот красивые магазинчики встречаются. А сейчас мы отправляемся на другой пляж, который называется Пуэрто-Анхелито, по-моему. Анхелито? Sí. Сейчас мы едем по главной улице Пуэрто-Эскондидо. Я хотел вам показать местную маршрутку. Люди свисают гроздями, все пытаются. Также, естественно, очень много попрошаек, но маршрутка выглядит следующим образом. Доехали мы до пляжа Пуэрто-Анхелито. На самом верху есть бесплатная парковка, насколько мы поняли. Если вы хотите спуститься вниз, вот как мы здесь сейчас подъехали на машине прям практически к пляжу, здесь уже парковки либо по 70 песо, либо участников по 50. Пока мы видим огромное количество людей. Сегодня, конечно, суббота, но вы просто посмотрите. Весь пляж усеян местными жителями. Да, мы несколько удивлены, потому что видели, как этот пляж изображен. Буквально райское местечко, куча положительных отзывов.
Но народу просто неимоверное количество, плюс припаркованы рядом лодки. Возможно, нас, конечно, напугало такое количество людей. Сам пляжик-то он красивый, обрамлен камнями, небольшая бухта, лодочка, но все равно вчерашние пляжи оставляют гораздо больше впечатлений. Но это еще потому, что мы очень любим волны, а там как раз были большие волны, удобные для купания. Да, здесь, видимо, штиль удобный для местного населения. И для деток, потому что здесь очень Да, много очень детей. много детей, это правда. Совсем рядом с пляжем Анхелита, вот отсюда мы с вами пришли, дошли до обзорной площадки, располагается пляж Мансанильо. Тоже очень похожая бухточка. Наверное, здесь мы с вами и остановимся сегодня. Еще нужно отметить живописную дорожку, которая ведет с одного пляжа на другой. Буквально метров, наверное, 200. Проходим огромные высоченные кактусы. Ну и, в принципе, оборудованная хорошо дорожка с различными деревьями. Сейчас по дороге увидели очень приличная такая кафешка. Не знаю, можно назвать даже здесь как бич-клуб. Здесь можно и расположиться на кресле, заказать напиток. Но из-за чего мы ее приметили? Из-за того, что здесь есть кальяны. На самом деле в Мексике большая редкость увидеть кальян, особенно не такого, знаете, как не египетского стиля, а современного. Поэтому сейчас Томочка пошла узнать цену. В итоге мы решили задержаться в этом месте, заказать себе один кальян, попробовать. 550 песо стоимость этого удовольствия. Мы ждем наш кальян и напиток, но в это время я уже прямо очень сильно захотела искупаться, поэтому иду купаться без Кирилла. Подошла к океану, и знаете, что я вижу? Я вижу здесь камушки. Поэтому нужно быть максимально осторожными. Дно комфортное, то есть песочек, все это так же, как и на тех пляжах, но внутри прямо океана, внутри этого пляжа большие камни, в которые можно, конечно, во время волны сильно удариться. И водичка, кстати, здесь прохладнее. Либо уже на жаре столько времени провела, что сейчас кажется она прохладнее. Чистейшая вода, как вы видите. Ух, хорошо. Это я еще довольна, потому что мы заказали кальян. Очень хорошо. И здесь действительно меньше людей, поэтому купаться здесь комфортнее, конечно, чем на прошлом пляже Пуэрто-Анхелита. Ребята, ошибочка, это, знаете, это отдельная бухточка рядом с нашей кафешкой, а вон там людей, конечно же, тоже очень много. Вот здесь наша модная кафешка, а здесь рядом такое более локальное, где отдыхают местные. И там еще кафешка, поэтому там людей побольше, чем здесь. Господа отдыхающие, как ваши дела? Я уж Так, мы берем, как всегда, наш любимый напиток мичеладос. То есть это пиво с различными вкусами. Да? В данном случае это сальса. То есть, видимо, что-то такое томатно-пикантное, скажем так. Так, берем, значит, бокал, добавляем пиво. И скорее это все пробуем. Еще соленая каемочка, соль с перцем. Вкуснятина. Так. Очень здорово. Ну, вкус, правда, сложно передать словами. Это как пиво с различными вкусами, плюс еще соль с перцем. На самом деле обжигающий, в жару самое то. На другой стороне пляжа, который без камушков, есть даже водные развлечения вот в виде банана. Сейчас собирается очередная группа и отправляется бороздить просторы Тихого океана. Ну, главное, друзья, что всем весело, все получают удовольствие.
Пару часов отдохнули на этом пляже. Не сказать, что здесь удобно купаться, все-таки камни мешают. Вчерашние пляжи нам понравились немножко больше, но если будете в городке Пуэрто-Эскондидо, обязательно посетите все пляжи. Оставим на них ссылочки, точки в описании под видео. Ну а если вам понравился этот ролик, не забываем ставить лайки и писать комментарии. Всем пока, друзья! Всем пока! Скоро увидимся!